Однажды в Италии судья беседовал с очень особенным арестованным. В списке самых разыскиваемых преступников босс сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро номер 1. Закон есть закон, и судья спрашивает, признает ли арестант свою вину по каждому обвинению из длинного списка. Но у Коза Ностры есть свои законы, и, следуя им, допрашиваемый отрицает все, даже очевидное. Мафия? Слышал по телевизору, но сам никогда не сталкивался. Переписка с другими боссами, ну что вы, это же друзья семьи, обычная дань вежливости. Он любезен, ироничен и спокоен, беседовать с ним одно удовольствие, хотя судье уже понятно, что толку от разговора будет ноль, обвиняемый в глухом отказе. И вдруг он будто прокалывается, дамы организовывали похищение. О нет, Маттео Мессина Денаро не тот человек, чтобы проговориться по глупости. Просто ему очень важно, чтобы поверили следующей его фразе. Но к убийству ребенка отношения я не имею. Как Маттео оказался сначала юным рядовым Коза Ностры, а потом ее молодым боссом, вы можете узнать из видео «Принц мафии. Крещение кровью» и «Принц мафии 2. Кодекс бесчестия». Ссылки даны внизу в описании. А здесь о последних 30 годах, от его ухода в подполье летом 93-го и до превращения в главного героя всех итальянских новостей, начиная с 16 января 2023, когда мафиози наконец арестовали. Арестовали без особого сопротивления на территории частной клиники города Палермо. Однажды в Италии. Этот арест был встречен аплодисментами, бурными в студиях ток-шоу, куда более жидкими на улицах. Полиция раскланивалась на пресс-конференциях, а премьер Мелони даже дала по такому поводу интервью, где заявила, что такой прекрасный день следует сделать ежегодным праздником. Нет, конечно, не победы над мафией, совсем мы ее пока не победили, но это же не мешает отмечать День борьбы. Однако очень скоро, когда ликование чуть подсхлынуло, начались вопросы и сомнения. И первый – почему его искали целых 30 лет? Ведь, как выяснилось, прятался беглец не на необитаемом острове, не на другом конце света и даже не в Сицилийских горах. Самый разыскиваемый итальянец, по крайней мере последние 2 года, спокойно жил в своей родной провинции, в городке Кампобелло-ди-Маззаро, в 15 минутах езды от Кастель-Ветрано, где родился и вырос, и где сейчас живут его мать и сестры. И жил он совершенно обычной жизнью, порядочного итальянского сеньора. Утренний кофе, послеобеденный аперитив в баре, иногда партийка в покер, ужин с дамой в ресторане, отдых у моря или в горах, супермаркет за продуктами пешком, по делам на Марго. Так хозяин зовет свою машину Альфа-Ромео Джульетта. Возможно, он чаще, чем следовало бы, посещает магазины дорогой одежды, а, впрочем, для итальянцев в пределах нормы. Парикмахер, дантист, участковый врач, мобильный телефон, чаты, тикток – все как у всех. Правда, по документам он Андреа Бонафеде, но в сицилийской глубинке людей узнают по лицу, а не по паспорту. Всех, кроме Маттео Мессина Денаро. Не меняя внешности, он остается неузнанным. Никем из знакомых, друзей, одноклассников. Может, он невидимый? Причем это у него, похоже, наследственное. Точно так же земляки в упор не замечали после объявления в розыск его отца Франческо. Известный абсолютно всем альтернативный глава города продолжал жить в этом городе и управлять им, может, на почту за пенсией перестал приходить. И закончилась вся эта конспирация через 8 лет. Причем не поимкой нелегала, а его смертью от инфаркта. Только когда Дона Франческо нашли уже холодным, его узнали и сообщили в полицию. Сын же не только невидим, у него, похоже, есть еще и дар предвидения. Но обо всем по порядку. Итак, летом 93-го, когда во Флоренции, Риме и Милане одна за другой рвутся заложенные Коза Нострой бомбы, Маттео Мессина Денаро вместе со своими друзьями и соратниками, братьями Гравиано, отправляются отдохнуть на фешенебельный курорт Форте-дей-Марми. И исчезают. То есть все как обычно, рестораны, развлечения, шопинг, дела, но на радарах полиции они уже не отображаются. 23 января 1994-го происходит знаковое событие в истории Коза Ностры и всей Италии, завершается эпоха взрывов. Правда, известно это стало намного позже, да и сейчас на этом не очень принято концентрировать внимание. Взрыв, который должен был стать финальным аккордом, не случился, и заслуги правоохранителей в этом нет. По крайней мере, такой, о которой можно было бы рассказать в СМИ. Дело было так. Возле римского стадиона «Олимпик» бойцы Коза Ностры припарковали заминированную машину. С ее помощью собирались разнести в клочья автобус, привезший полицейских для охраны футбольного матча. По официальной версии, теракт не состоялся из-за несработавшего пульта дистанционного управления. По неофициальной исполнителям дали отбой. Окей, пусть даже пульт и впрямь поломался, футбольные матчи проходят в Риме каждое воскресенье, что помешало мафиози повторить готовившуюся много месяцев попытку.
Сложно поверить, что исполнители не нашли другого пульта, а потому просто сказали боссам: «Извините, не получилось», и тихо все убрали. Куда более вероятной выглядит отмена операции. Приказ такой могли бы отдать только двое: Леолука Багарелло и Бернардо Провенцано, которые на тот момент пытаются спихнуть друг дружку с трона босса боссов. Но Багарелло ястреб, он считает, что надо продолжать террор. А Провенцано хочет вернуться к старым добрым временам, когда сицилийские боссы старались лишний раз не нервировать государство и уж тем более не лить кровь тех, кто к их делам не имеет отношения, за что людей чести на Сицилии, если и не любили, то уж точно уважали. Но даже Провенцано не может идти против воли Риины, который хоть и сидит в режиме якобы строжайшей изоляции, а за продолжением своей политики террора следит зорко. Тем более, что на свободе и активно действуют все остальные ее сторонники – Багарелло, Джузеппе Гравиано, Джованни Бруско и наш принц Маттео Мессина Денaro. Может, это и совпадение, но миролюбивый Провенцано оставался на свободе еще 12 лет. Арестован был в 73 года, глубоко больным, и, как говорят, только потому, что по состоянию здоровья уже не мог оставаться у руля. А вот его воинственного конкурента Багареллу взяли уже в июне 95-го. Бруску в январе 96-го, Гравиано, непосредственного куратора операции на стадионе, уже через 3 дня после несостоявшегося взрыва. И лишь один из команды Багареллы задержался на свободе – Мессина Денaro. А ведь он тоже должен был быть на том ужине в ресторане «Футболист Джиджи», где арестовали братьев Гравиано. Но в последний момент провидец Маттео почему-то передумал и ужинать укатил в Цюрих. А может и не провидец, может шаман. Но не могут же полицейские помогать ему добровольно, не иначе как под гипнозом. В 96-м, когда полиция выследила квартиру, где наш нелегал встречался с любовницей и устроила засаду, накрыли в итоге не его, а кротов, полицейских Джорджо Риола и Джузеппе Чиура, сливавших заинтересованным лицам через посредника Микеле Айелло информацию о ходе расследования и операций. Результат: Айелло 15 лет, Риола 8 лет, Чиура 4 года. И это не все люди в погонах, которых шаман превратил в кротов. Той же дорожкой в 19-м отправились и другие полицейские – Марко Дзаппала и Джузеппе Барчеллона. Эти, заслив полученного по прослушке кусочка разговора о том, что умер единственный в семье Мессина Денaro покаявшийся, Лоренцо Чиморозо, муж двоюродной сестры Маттео. Итог: Дзаппала 4 года, Барчеллона 1 год, у семьи Чиморозо конфисковали их земли, Маттео Мессина Денaro на свободе. Самое интересное, что слили полицейские этот несчастный клочок разговора не кому-нибудь, а мэру Кастельветрано Антонио Ваккарино. И он тоже из-за него сел, потому что, по мнению судей, когда договаривался с фирмой о похоронах Чиморозо, назвал его кающейся грязью. Само по себе, конечно, не наказуемо, но это заставило в новом свете увидеть весь послужной список Ваккарино. А он числился активным борцом с мафией и даже с 2004 по 2006 участвовал в операции спецслужб. Под псевдонимом Светонио вел переписку с нашим героем, который подписывался Алессио. Потом, правда, появилось подозрение, что ответы писал не Маттео, а то ли мэр, игравший двойную игру, то ли сами же спецслужбы, затеявшие всю эту переписку для создания видимости активной работы. Кто же его теперь разберет? Каким-то образом письма попали в прессу, и операция Светонио тоже закончилась ничем. Для Ваккарино последствия, правда, были еще какие. Мало того, что он получил от обманутого призрака буквально черную метку, причем угрожали расправой не только ему, но и его семье, так за участие в этой переписке в отношении него проводили расследование, но тогда все-таки отпустили, а вот теперь Фемиде все стало ясно. И за поддержку мафии мэр сел на 6 лет. Ваккарино свою вину отрицал, пока не умер в 21 году от сердечного приступа. Видимо, не сумев загипнотизировать, Маттео наслал на него порчу. Порча не порча, а только почему-то все, кто ввязывается в ловлю призрака, в итоге получают неприятность. Как Тереза Принчипато, прокурор, возглавлявшая в Палермо районную дирекцию антимафия, занимавшуюся розыском Маттео. Она совсем было на него вышла, неуловимому забил стрелку недавно освободившийся из тюрьмы друг Лео Сутера. И это 2012 год, прогресс не стоит на месте. Следователи исхитрились сделать фотозаписки и знают, где состоится встреча, осталось только ее дождаться. Но прокурор провинции решает, что вместо этого надо немедленно накрыть сеть мелкого рэкета. И без Сутеры победа будет неполной. Тогда арестовали 49 человек, но на следующий же день выпустили всех, кроме Сутеры. Он остался в камере, а Маттео Мессина Денaro на свободе. Устав каждый раз натыкаться на стену, Принчипато, сеньора с квадратными шарами, как говорят итальянцы, в 2018-м отказалась продолжать работу в прокуратуре Палермо.
а в 2019 расследование начали уже в отношении нее самой. Отделалась дешево, приговор получил чисто символический, за разглашение секретов офиса, можно сказать, за длинный язык. Она рассказала коллеге о содержании разговора, при котором тот не присутствовал. Обидно, конечно, но на дальнейшую карьеру не повлияло. На пенсию она уходила из команды «Антимафия» уже национального уровня. Ну а 40 дней тюрьмы условно сущая мелочь. Особенно если сравнивать с участью ее товарища сначала по розыскам призрака, а потом и по несчастью Каладжера Пулича. Его по судам буквально затаскали, карьеру загубили и имущество арестовали. Когда, наконец, отстали, все вернули, но сначала отформатировали изъятые компьютеры и уничтожили всю информацию о расследованиях. Имя Маттео Мессина Денара вообще очень плохо влияет на сохранность информации. Однажды база данных по нему накрылась у прокуратуры Палермо. Скачок напряжения, говорят. Но это ж какую негативную энергетику должен иметь человек, чтобы одно только его имя смогло уничтожить без возможности восстановления результаты многолетней работы там, где на аппаратуру слежения и цифровую обработку информации тратят по 10 миллионов евро в год. Может, неспроста он называет себя дьяволиком. А еще, кстати, кошаком, потому что одиночкой гуляет сам по себе. Но для некоторых, как видим, оборачивается приносящим неудачу черным котом. К примеру, для 35 своих земляков, которых в сентябре 22-го накрыла облавой на самого разыскиваемого. Конечно, грешки у попавшихся были и свои, но не такие же, чтобы ради них поднимать в воздух полицейские вертолеты Сицилии и соседней Калабрии, а потом грести всех подряд, чтобы хоть как-то оправдать недостигшую цели дорогущую операцию. А самое удивительное, что, несмотря на все неудобства, в родной провинции Маттео Мессина Денара уважают. Bravissima gente. Persone. Некоторые вообще считают, что они с отцом святые, и им надо поставить памятник наравне с Падре Пио. Основную причину народной любви назвал прагматичный житель Кампабелло. Мы тут 30 лет ели благодаря ему. Что ж тут скажешь, наверное, местным виднее. И ведь Мессина Денара действительно многим помогает. Устроиться вышибалой или найти вышибалу, выиграть аукцион, купить отель. Есть сюжеты разного масштаба и на любой вкус, от того, как он помог завязать шнурки больному, до истории вроде той, что произошла с неким Джузеппе Григоли. У мелкого лавочника сожгли магазин. Как и многие в Кастельветрано, жаловаться он идет не в полицию, а к смотрящему. Маттео разобрался, и бизнес пошел на лад. Довольно быстро хваткий торговец превращается во владельца сети из 60 супермаркетов. Маттео его не напрягает, позволяя вести бизнес, как тот считает нужным. Единственное, на чем настаивает покровитель, чтобы у семейного капитализма было человеческое лицо. Нуждающихся берут на работу, предприятия с финансовыми трудностями поддерживают, и даже размер ежемесячного взноса с каждого супермаркета на нужды семьи Григоли определяет сам, по принципу «кто сколько может». Определяет, видимо, верно. Маттео доволен. А у Григоли после ареста в 2007 году только конфисковали добра аж на 700 миллионов евро. Но не только крышевание бизнеса других, Коза Ностра нового поколения активно развивает и свои предприятия. Рады этому, правда, не все. Перемывая Маттео кости на прогулках в тюремном дворе, Тоторино презрительно называет его аффариста. Аффариста – это не то чтобы аферист, ну так, просто слишком уж шустрый и озабоченный прибылью бизнесмен. Дядюшку Тото вряд ли можно считать объективным, он очень зол на племянничка. По его мнению, на первом, на втором и на третьем месте всегда должны стоять интересы семьи, а защищать их нужно пулями и тротилом. А тут, на пожизненном режиме 41 bis гниет весь клан Корлеоне, отбывают сроки родные брат и сестра, 2 мужей, сестер и любимые племянники Мессины Денара, а он занимается установкой ветряных турбин, которые, по мнению дядюшки Тото, Маттео следовало бы засунуть себе в общем размер ветряка патриарх Коза Ностры, видимо, недооценивает. Как и размеры сумок, в которых непутевому племянничку заносят деньги от Вита Никастри, некогда водопроводчика, а теперь хозяина всей ветряной энергии Сицилии. А еще он недооценивает текущую обстановку, сидит не вся верхушка клана, а та ее часть, которая активно настаивала как раз на продолжении террора. А оставшийся после ареста Багарелло безраздельным правителем миротворец Провенцано бьет все рекорды по пребыванию на свободе. При нем Коза Ностра, то есть то, что от нее осталось после шабаша, устроенного зверем Рииной, наслаждается покоем. Дядюшка Бино за мир и тишину, он не устраивает шумных акций против государства, а внутри семьи навел социализм. Богатые провинции делятся доходами с бедными,
и братва не стреляет друг в друга. К тому же семейному процветанию на пользу таланты Матео и то, что в отличие от Рины, Провенцано их ценит. Когда он пожелал открыть в Кастельветрано гипермаркет, ему достаточно было лишь заикнуться об этом Матео. А тому один раз ответить шефу, что гипермаркет уже есть, хоть и плохо организованный и потому убыточный. Что, разумеется, не повод отказывать дядюшке Бинну в удовольствии. Просто нужно сделать все по уму. То есть управляющим поставить своего человека, разумеется, не засвеченного, а за актив заплатить. Столько, сколько он реально стоит, потому что, дословная цитата, «мы никого не обижаем». Сказано, сделано, магазин приносит доход, у людей есть работа, а благодетели спокойно живут среди них, не боясь ни кающихся, ни стукачей. Это время, когда мафия отставляет в сторону калаши, завязывает с нецелевым применением кислоты и взрывчатки и переходит к солидному и всеми уважаемому бизнесу. Конечно, наркотрафик тоже никуда не исчезает, но не государству уже этим заниматься, но грязные деньги направляются теперь в легальные проекты, причем далеко не только на Сицилии. И пусть богатый итальянский север снобски кривится, прохватит кормить юг. Кому надо, тот знает, сколько южных денег тут крутится. И не только тут. Колумбия, Бразилия, ЮАР, Намибия, Мальта, Ливан, огромные контракты и контакты на уровне премьер-министра. Ливия, через неназванного итальянского политика получены контракты на промысел в прибрежных водах и на переработку ископаемых. Экономической империи Коза Ностра, предпринимательская жилка ее принца, как нельзя кстати. В Англии у него даже есть квартира. Агропищевой холдинг требует постоянного внимания. И, что характерно, его нелегальное положение поездкам за границу ничуть не препятствует. В итальянских ток-шоу стало уже традицией заявлять о том, что, несомненно, это все потому, что мафиози покрывали на самом высоком государственном уровне. Возможно, но так ли необходимо? У самого разыскиваемого в Италии преступника были легальные документы на имя Андреа Бонафеде. Это реальный человек, ровесник Матео, живущий по соседству с ним. Они даже похожи как раз настолько, чтобы не было понятно. Тот, кто оформлял идентификационную карточку Бонафеде, знал, что совершает подлог, или просто шлепнул фото, не присматриваясь. А когда человек с реальным внутренним паспортом на незасвеченное имя приходит оформить загранпаспорт, с чего бы у него должны возникнуть проблемы? Безусловно, связи с политиками у мафии были и какие. Сильвио Берлускони, Джулио Андреотти, и кто знает, кто еще в будущем составит им компанию. Но не обязательно, чтобы сделать паспорт, беспокоить лидера государства. Желающих помочь с такой мелочью благодетелю всей провинции и без них найдется масса. При этом нельзя сказать, что верность земляков последнему боссу так уж незыблема. Когда команда Терезы Принчипато применила к поимке неуловимого тактику выжженной земли, сплошняком и бесконечно досматривая абсолютно все машины и через одну обыскивая квартиры, они смогли посеять в людях раздражение, надписи на стенах сменились с «Матео, вернись, нам нужны деньги» на «Матео, рогатый» и «Матео, сукин сын». В прослушиваемых полицейскими телефонных разговорах постоянно звучали фразы вроде «Да когда же уже они его возьмут?» И все же никто, ни один человек не пришел и не сказал «Он вот там, берите». Вспомним того же Григоли, лавочника, выросшего в крупного бизнесмена. Он арестован еще в 2007-м, но арест – явление приходящее. На Сицилии к этому привыкли. Через 4 года, однако, дело приобретает неприятный оборот. Григоли перевозят в другую тюрьму, и всем ясно, что цель этого перевода – договориться о сотрудничестве. Матео спрашивает, что делать, и Матео отвечает – ничего. Григоли может говорить все, что считает нужным для спасения себя и своей собственности, никто не должен его трогать. И к вопросу о неуловимости Мессина Денара. На его счет, несмотря ни на какие посулы следователей, Григоли не произносит ни единого слова. Возможно, в благодарность за все хорошее. А возможно, потому что помнил, что случилось с теми, кто позволял себе упоминать имя благодетеля в суе. Как Сантино Ди Матео, сына которого за разговорчивость отца похитили и убили. Именно от этого убийства ребенка, Мессина Денара так яростно открещивается, хотя к похищению свою причастность не отрицает. Это чуть ли не единственное, что он сказал после ареста о своей работе. «Я не тот, кем меня рисуют журналисты, я никогда не убивал женщин и детей». Да, журналисты действительно такие убийства ему приписывали, то ли в погоне за хайпом, то ли не желая заморачиваться проверкой фактов. Но аудиозаписи допросов непосредственных участников событий слова Матео Мессина Денара подтверждают. В принятии решения участвовал, заголосовал, сам исполнением не занимался. И на Сицилии, где все про всех знают, про это знают тоже. Так что вопрос скорее не в том, почему принца мафии так долго не могли поймать, а в том, почему все же поймали.
Сам неуловимый считает, что его подвела болезнь. Краткую выписку из ее истории его сестра Розелла спрятала в ножке табуретки, где ее и обнаружили полицейские, тайком пришедшие наставить в квартире прослушек. Бумажку сфотографировали и положили на место, так что Розелла ни о чем не догадалась. Вычислить, кто болен, было несложно, дальше дело техники. По списку и времени проведения лечебных мероприятий установили, под каким именем и где лечится призрак, а потом и когда он придет на следующую процедуру. Там, прямо возле клиники, и закончилась 30-летняя конспирация. При аресте Маттео Мессина Денара назвал свое настоящее имя. Выглядело все так, будто это не элитные бойцы берут самого опасного преступника страны, а почтительные внуки сопровождают богатого дедушку к нотариусу. Он не сопротивлялся полицейским, отказался от адвокатов, суды над ним попросил проводить без него. Зубы показал лишь однажды. После ареста своей сестры зачем-то рассказал докторше, что Палермо прекрасный город, но сейчас все высшее общество там держит когти втянутыми. В чем смысл, сеньора не поняла, но от тона оторопела, и слова пациента следователям и журналистам передала в точности, а уж те намек расшифровали быстро. Впрочем, те, кому он был адресован, все поняли и так. Не стройте из себя невинных котиков. Кто меня сдал, я знаю, бойтесь. Бояться есть кому? Свидетели говорят, что вместе с призраком на вечеринках высшей буржуазии бывали и слуги закона, и крупные политики, и медики высокого ранга. Кстати, почему арестант передал свое послание через врача? Не было других вариантов? Или он не знает, что сведения о болезни утекли через сестру? А может, тоже сомневается, что заметки нашлись случайно и только в декабре 22-го? Вот интересно, если бы после обнаружения этой бумажки не случились рождественские каникулы, когда высший свет был занят отдыхом, удалось бы полиции дойти до ареста, или у нее опять случились бы проблемы со зрением? Ведь в больнице Мессина Денара наведывался и раньше. Но к аресту это почему-то не привело, хотя о его диагнозах было прекрасно известно. Известно о том, в какой именно клинике Барселоны он делал операцию по восстановлению роговицы, и о том, в какой стадии находится редкая и требующая постоянного медицинского контроля болезнь Крона. Но нет, невидимка был невидимым даже для своих докторов. Участкового врача, который так и не распознал приходившего к нему под именем Андреа Бонафеде призрака, правда, арестовали. Но никого из полицейских, в чьем городе он много лет спокойно гулял по улицам. Так что если кто-то и не задавался вопросом, а не был ли этот арест простым договорником, то разве что тот, кто сам договоры составлял. Все же остальные по сей день гадают, кто слил последнего босса, за что, зачем и, самое главное, в чью пользу. Кто он, наследник империи Маттео Мессина Денара? Вопросы впрямь не праздные. Эксперты уже нарисовали молодого элегантного отпрыска мафиозного клана с дипломом Гарварда, несколькими языками и незапятнанной репутацией, ворочающего капиталами Коза Ностры и заодно итальянской политикой. Вот только имя не назвали. Но тут, боюсь, есть всего два варианта. Либо ты это имя уже знаешь, либо не узнаешь его никогда. Знает ли его сам Маттео Мессина Денара, тоже, кстати, вопрос. Но он точно прекрасно понимает, что это уже не его Коза Ностра. «Таких людей, каким был мой отец, больше нет и не будет», — говорит он. Мафия предала сама себя. Предала свои идеалы, променяв их на деньги и стрельбу. Еще в 80-х сказал другой мафиози Томмазо Бушетта. Он не знал, что кровавая мафия Ирины переживет его ненамного, сменив террор на более прибыльные виды деятельности. И вот теперь и она сходит со сцены. А может, просто меняет кожу, ведь говорят, что мафия бессмертна, в отличие от своего последнего босса. Маттео Мессина Денара очень болен, рак прямой кишки в поздней стадии. В день своего ареста он пришел в клинику на очередную процедуру химиотерапии. Но цель лечения, как говорят врачи, удержание. Шансов на выздоровление они не дают. Последние годы принц мафии сильно увлекся чтением. На его конспиративных квартирах, кроме постера крестного отца и дисков с Машей и Медведем, обнаружили много книг по истории и философии. Ницше, Франциск Ассизский, биографии Гарибальди, Путина. Он любил поделиться своими размышлениями о жизни в письмах и дневниковых записях. Но, знаете, похоже, я не сдержу свое обещание. Ответа на вопрос, кто же такой Маттео Мессина Денара, у меня по-прежнему нет. Вот он печалится о судьбе сицилийцев, стонущих под гнетом властей, а вот карта радиоактивных и токсичных отходов, ввезенных на Сицилию через мафиозные схемы и хранимых абы как. Вот он всячески поддерживает и даже завязывает шнурки своим товарищам по химиотерапии. А вот хвастается, что убил охранника, который нашел и отобрал пиццина, секретную записку одного из заключенных.
Вот он сокрушается, что его дочь Лоренцо, которую он никогда не видел, не хочет его знать. А вот он же пишет всем многочисленным членам своей семьи о том, что девушка докатилась до дна, но что по результатам его исследования девушек, выросших без отцов, он не виноват, а все дело в том, что Лоренцо плохая, и ее мать не лучше. Вот он клянется, что никогда не убивал женщин и детей. А вот голосует за убийство Антонеллы Банома и Джузеппе Ди Маттео. Маттео Мессина Денара сказал однажды: «Я всегда хотел жить правильно. Человек не может изменить свою судьбу, но он должен достойно нести ее. Моя совесть чиста, и я спокоен». Вообще он нередко пытается убедить себя и других в том, что он хороший, достойный уважения человек и живет правильно. Наверное, сам не очень-то в этом уверен. Что ж, возможно, скоро он предстанет перед таким судом, который разрешит его сомнения. Ну а вы свой приговор можете вынести уже сейчас. Приговор последнему императору Коза Ностры, который должен быть справедливо наказан за все, что совершил. Однажды в Италии.